Дезертировать, бежать куда-то, куда бежать? В леса Украины? Хочет человек стрелять в украинцев или не хочет? Тебе нужно, как мужику, взять свои яички в кулачок и пойти служить. Когда вы убьете человека, это не исправить. Да, кого-то я убил. По новым российским законам дезертирам теперь грозит до 15 лет лишения свободы. И пока одни подписывают контракты и отправляются на войну, другие готовы пойти на все, чтобы оттуда сбежать. На условиях анонимности мы поговорили с 3 российскими офицерами, которые сделали свой выбор и теперь вынуждены скрываться. Готовы там все ребята? Спроси. Есть мотор. Пишем. Угу. Я бывший военный, служил в армии 9 лет, в общем. Мы все выезжали на границу с Украиной в формате учений. Отчетливо помню случай, когда приехал командующий нашей армии. Он сказал, что по поводу напряжения не стоит переживать, войны не будет. Просто политическая игра, игра мускулами, маневры вдоль границы. Все закончится за 3-5 дня. Некоторые из вас даже не поймут, что произошло. Мы подуспокоились, генерал, командующий армией. Я думаю, сочинять там точно не будет. Но мы потом шутили, что в армии часто обманывают тебя. Но такой уровень обмана, который был в феврале, и потом никогда вообще в жизни такого не было. Старый российский завет «Не верь государству». Я не верю военнослужащим вообще. Я служил во время, когда уже была война. Пришлось даже принять в ней участие. В середине января, после новогодних праздников, нам сказали, что мы все уезжаем в командировку на учения в Республику Крым. У нас даже командир части собирал на плацу, рассказывал, что никто не едет никуда воевать. Я не думал, что прям начнется война, но какое-то нехорошее предчувствие от всего этого у меня было. Как мы только пересекли границу Украины, при первой остановке я подошел к своему непосредственному начальнику, спросил, мы напали на Украину сейчас только что ли, что происходит вообще? На что я получил ответ, что подожди сейчас 10 дней, мы тут постоим немного и поедем обратно домой. А что я сделаю в этой ситуации? Вылезу из машины и скажу, я пошел домой, оставлю оружие, меня примут. Типа дезертировать, бежать куда-то, куда бежать, в леса Украины? Тоже бесперспективная ситуация. Попытка написать этот рапорт у меня была, я его отнес командиру, на что командир нарисовал большой половой орган на этом рапорте. Мы заходили с востока между Черниговым и Сумами. В итоге мы были с востока от Киева. Там, где мы пересекали границу, там был старый прогнивший шлагбаум и заброшенная будка. Это граница. Все, там больше ничего вообще не было. Когда мы были под Киевом, не было определенной линии соприкосновения сторон, не было фронта. Просто ломились колоннами на столицу, и эти колонны расстреливали. Как вас встречали местные жители? И общался ли лично ты с кем-то из украинцев в этих селах? Всегда по-разному, но чем ближе к Киеву, тем более враждебно. То там реально нацисты, которые кошмарят мирное население, я в это не верил, как и не верило, наверное, большинство тех, кто там находился рядом со мной. Против кого мы воюем? Скорее всего, против армии, которая защищает свой дом, свою страну, свое государство. Я не участвовал ни в одном бою. У меня была задача обеспечения. Каждый тут решает для себя сам, верить мне сейчас или нет. Да, я просто понимаю, что сейчас начнется в комментариях, что я очередной русский, который не стрелял. Но я хочу объяснить, что это в первую очередь война артиллерийская. То есть противники могут просто даже не видеть друг друга, наносить огневое поражение, а после этого заходить в непосредственно населенный пункт. Помню одного человека, которого лично мы поймали. На нас была засада, нас хорошо обстреляли, но мы смогли выбраться, потеряли одного, потеряли 3 машины.
И когда мы обходили там эту группу с фланга, они все разбежались, побросали оружие, и один выбежал прямо на нас. Ну, мы взяли его в плен, отдали ФСБшникам. Командование, у него стоял выбор. В принципе, могли не убивать их, пленных, но их и девать было некуда, по их версии, потому что мы не могли отвозить их в Россию, а устраивать каких-то для них там места задержания никто не хотел. Поэтому их расстреливали. Сам я не подходил, не говорил, можно посмотрю. Я не хотел на это смотреть. Были назначены люди, которые согласны были палачами быть. Причем их никто не накажет. Никогда. Почему? Но они сами погибли. Это их работа – подчиняться, выполнять приказы. Они никогда не пойдут против тех, кто им платит деньги. И объединяться и говорить, что, извините, это преступная война, я не буду в этом участвовать. До сих пор же участвуют. Что воюют не против фашистов, там все уже давно поняли. Что это преступная война, считает, наверное, каждый третий. Но ему за это платят деньги, и он тихо сидит, не выебывается. Извиняюсь за выражение. На войне есть такая вещь, чем дольше там находишься, тем больше ты равнодушен к своей жизни. Меня начала посещать мысль, что проще умереть. По крайней мере, это все закончится. Я не мечтал умереть в окопе за амбиции одного сумасшедшего человека. Я готов умереть за Россию, защищая ее от врагов, которые нападут на Россию. Но я не хочу умирать за бандитов, преступников и воров. Никто ничего не объясняет. Все в панике, в полнейшей панике. Командиры приказывают занимать оборону, и ты пытаешься как-то в этом всем вариться, понять, что происходит, что делать и как выжить. Главный вопрос. Единственное, за что воевал я и мои товарищи, за свою жизнь. Как ты дошел до мысли, что тебе нужно оттуда уезжать? С Украины можно уехать либо 200-м, либо 300-м. Я начал потихоньку при любых возможностях, болячках, еще что-то отправлять своих солдат в Россию. И когда у меня уже осталось мало людей, нас отправили на очередную суицидальную задачу, где мы себя покалечили. Вы стреляли друг другу или сами по себе? Друг другу. Я потом шутил, что я родил сам себя. Знаете, женщина во время родов испытывает сильную боль и дает жизнь, да? Я тоже испытал сильную боль и дал сам себе жизнь. Хороший вид отсюда, красиво. Вообще очень нравится, что город в горах. Необычные виды для человека, который прожил в Москве большую часть времени. Я был военнослужащим, офицером в российской армии. Меня должны были отправить на войну. Войну я не поддерживаю, и единственным вариантом для себя видел только побег из страны. Я вообще из маленького села, далеко от Москвы, и в Москву просто поступал учиться. Когда поступал, мне не хватало баллов для общежития. В университете мне посоветовали обратиться в учебный военный центр, что-то наподобие военной кафедры в гражданском университете, но за исключением того, что после обучения люди, которые параллельно учатся в учебном военном центре, они подписывают контракт и отправляются служить в войска. Там в договоре был предусмотрен пункт, что если ты перестаешь учиться, ты платишь стоимость обучения в 3-кратном размере. И к концу обучения у меня эта сумма, она там около 2 миллионов уже была. Соответственно, откуда у меня такие деньги? Я не смог откупиться. Связи у меня нет, родители не богатые. Служба в армии – это гарантированный путь в жизни хоть чего-то добиться. Я на самом деле всю жизнь боялся армии, но надо смотреть своим страхом в глаза. И родители попросили, настояли на том, чтобы я поступил в военное училище. И я решил, вариант неплохой. Кормят, поют, одевают. Я не из особо богатой семьи. То есть, как таковых денег на обучение у меня нету. Система же так устроена, что как раз-таки и в училище набирают бестолковых, а потом эти бестолковые еще и растут в должности. И не важно, насколько ты хорош в своем деле, главное, чтобы ты был лоялен
к системе, и любые твои ошибки система простит. Многие офицеры, с кем я говорил, они тоже так себе настроены к армии. Они, конечно, люди такие провластных взглядов, да, политических. Ну вот просто опять же поставлю себя, да, на место тех людей. У человека семья, у человека кредиты, ипотека, дети. И у человека нет никакого выбора. Он не может себе позволить свою семью подставить, бросить на произвол судьбы, и он вынужден идти и убивать. Даже если он там все понимает прекрасно, не поддерживает. Безвыходная ситуация. Увольнение из армии – это вообще тяжелый, кропотливый процесс, так сказать. Я могу его сравнить там, с бросанием курить. Курить вроде бросить просто, но когда человек курит, ему это сделать достаточно сложно, и надо приложить колоссальные усилия, чтобы это сделать. Но они меня пугали, что мы тебя отправим на войну. Ну, когда я говорил, что я пытаюсь уволиться. Я говорил, вот мой рапорт, я не собираюсь служить. Ну, в смысле, не собираюсь ехать на войну. И начали проводить со мной беседы, говорить, какой я плохой, какой я предатель, что я не мужик, на все вот эти пацанские темы меня начали разводить. Тебе нужно, как мужику, взять свои яички в кулачок и пойти служить. Ну, и они вот всячески пытались запугивать меня. Когда это уже не получалось, они там начали уже угрожать мне такими расправами, да, что мы тебя вывезем, там, пристрелим, если ты не начнешь служить. Когда вот я познакомился с непосредственно начальником, он мне рассказал, что на меня сейчас повесят кучу сломанной техники, которая уже там, куча лет просто стоит, никто ей не занимается, а я обязан ее на себя приписать, повесить на себя материальную ответственность за сломанную технику и восстанавливать ее. И в случае чего я как бы должен за нее отвечать потом, да? Вообще меня такое не устраивает. Я приходил, писал рапорта ежедневно, отдавал их командиру, командир их при мне рвал, я уходил домой. Когда я дошел там до начальника рангом повыше, он мне сказал, смотри, ты месяц назад принял дела и должность в армии. А ты в курсе, говорит, что у тебя по принятию материальных ценностей у тебя недостача на 46 миллионов рублей. А я не могу уволиться с такой недостачей. Если недостача больше, чем 1,5 миллиона, на меня должны завести уголовное дело по халатному отношению там, или что-то такое. Мне говорят, у всех так, служи, не дергайся, сиди на попе ровно. И с этого момента мне пришлось ходить и на службу, и восстанавливать эту недостачу. И вот так вот дотянул до 22 года. Нас примерно с середины лета начали отпускать в отпуска в Россию, после чего я приехал уже и написал рапорт на отказ от участия в войне. Мне тогда сказали, что все, кто отказывается, увольняют, и я такой, вот он мой шанс. Когда все поняли, что можно, оказывается, уволиться, начались же массовые увольнения, поэтому и объявили мобилизацию. Там же пункт такой есть, что контракты стали бессрочные, уволиться нельзя никак. Началась мобилизация, мне сказали, пакуй чемоданы, ты едешь обратно. Ну и в этот момент я как бы понял, что обратно я вернуться не могу, мне просто моя моральная составляющая не позволит. Родственники меня не поддержали, мне сказали, что я предатель, если надо будет, мы там сами возьмем оружие и пойдем воевать. Я им сказал, ну вы идиоты, мне с вами больше не о чем говорить. Единственный вариант оставался только бежать из России. Все, никак по-другому. Ну, я не могу там поджигать военкоматы и пускать под откос поезда с военной техникой, будучи не в России. А помогать людям, значит, не служить и не стрелять в украинцев я могу и удаленно. Я руковожу проектом «Идите лесом». Мы с конца сентября прошлого года, то есть с того момента, когда Путин объявил мобилизацию, мы помогаем людям уклониться от мобилизации и призыва, дезертировать, остаться в стране спрятавшись или уехать из страны. Довольно много, кстати, к моему удивлению, обращений от кадровых военных, которые нам писали и пишут, что не для этого я стал офицером, чтобы нападать на Украину. Я поняла, что все, теперь я преступник в лице российского государства. Как можно быть преступником в глазах у преступников, да?
Дезертир — это тот, кто отказывается убивать и погибать за Путина, условно говоря, потому что другой никакой цели у войны, кроме сохранения власти, я не вижу. Все сводится к тому, что у вас нет выбора. Вот есть Путин, есть война, и все. Приходите на выборы, голосуйте за Путина, и вот потом езжайте на войну и умирайте там. Все, у вас нету другого выбора. Но выбор на самом деле есть. Вот, и мы его показываем. С этим координатором мы пару недель готовились к побегу, разрабатывали все возможные аспекты побега, все возможные риски оценивали. Подготовили вопросы, которые могут задать на границе, как мне лучше отвечать, как отвечать не стоит. Взял с собой ноутбук, 2 телефона, 2 комплекта вещей, зубную щетку, зубную пасту, все. У вас есть 2 суток после так называемого самовольного оставления части, в течение которых вас еще не ищут, вы еще не совершили уголовного правонарушения, и, соответственно, вы можете в том числе и за границу выехать. За вами какой-то слежки определенной не будет. Да, будут определенные проблемы и непонятность того, что будет дальше, но это гораздо лучше, чем находиться на войне. Схема такая: мы просим людей прислать все подтверждающие документы, военный билет, фотографии. Если сомневаемся хоть немножко, то, к сожалению, отказываем в помощи. При этом надо понимать, что мы все-таки не следственные органы. Мы не делаем вывод о виновности или невиновности человека. Для нас основной вопрос: хочет человек стрелять в украинцев или не хочет. Если он не хочет стрелять в украинцев, то мы ему поможем. Есть люди, которые крайне негативно относятся к российским военнослужащим, и все говорят: а что вы просто не отказались, взял бы, пошел бы домой. Это так не работает. Я считаю, что в моей ситуации все, что было, я сделал все максимально правильно. Я готов предстать в суде, когда там будет уже международный суд, трибунал, Гага. В теории, да, может так оказаться, что этот человек был замешан в каких-то военных преступлениях. Мне кажется, что это не дискредитирует всю остальную нашу работу. Мне кажется, что все равно те 10 с лишним тысяч человек, которым мы помогли, они заслуживают помощи. Да, кого-то я убил. По мне стреляли, я стрелял в ответ. Это война. Я тоже жить хочу. Я не мародерил, ни на кем не издевался, не пытал, не казнил. Давали мне команды кого-то добить, я отказывался. Для украинцев, я думаю, что сейчас все русские плохие. Я не знаю, что им сказать. Я не считаю себя преступником. Мне не за что извиняться. У меня просто не было другого выбора. Да, я знаю, что это говорит тоже каждый военнопленный, каждый дезертир. Иногда это действительно так, и тебе ничего не остается, как только принять эти условия. Это мои погоны, которые остались, приехали со мной. Форму я уже жег. Я готов давать открытое интервью, раскрывать свою личность, рассказывать более все подробно, но когда я буду в безопасности. И сейчас я хочу уехать в дальнее зарубежье. Страны Европы, как минимум, сейчас рассматривают любого русского как потенциальную угрозу безопасности. А если человек еще и был военным, да, то есть дезертир, может, ты не просто дезертир, а какой-то двойной шпион или что-то типа того, да? Ты и там не нужен, и там ты не нужен, да? Складывается такое впечатление, что цивилизованный мир не заинтересован в окончании этого конфликта даже. Есть очень много россиян, мужчин, которые не хотят воевать, но им деваться некуда. И из безысходности они идут на фронт. Если будет выстроен механизм, который можно россиян вывозить, российская армия сама уйдет. Это куда дешевле, чем поставлять тонны вооружений. И меньше погибнет, и это дешевле выйдет. Хотите вы стать рабами Путина, подписывайте контракт. Не хотите стать рабами Путина, не надо этого делать. Дело касается смерти людей, реальных людей. И потом, когда вы убьете человека, это не исправить. Ни в коем случае не подписывайте контракт. Это угрожает вашей жизни, здоровью и свободе. Ни в коем случае также не идти добровольцем. Это и не ваша война. Если у вас безвыходная ситуация, то, что вас отправляют на фронт, нужно действовать решительно и быстро. Потому что чем дальше это все заходит, тем меньше у вас шансов остаться живым. Или хотя бы целым просто.